Пипец, приехал, вышел как в баню. Вот такие экземпляры встречаются. Ну вот и я затюленился. Ой, ёб твою мать! И вибратор не нужен. Так, ребята, это видео про мое путешествие в Пунта-Кану. И назвал бы я его не all-inclusive. То есть расскажу о своих впечатлениях, как я отдохнул в Пунта-Кане не в all-inclusive. Показываю, порассказываю. Надеюсь, вам будет полезно и интересно. Но обо всем по порядку. Первым делом билеты я заказал еще летом, а приехал я сюда в декабре. В декабре это самый сезон здесь, так сказать, все эти зимние месяца, декабрь, январь, февраль, самые сезонные в Доминикане. Так что если вы соберетесь сюда, то в это время будет немножко дороговато, но зато не будет ни дождей. Хотелось бы сказать, не ветров, но я вот уже четвертый день здесь, и каждый день ветрено, но ветер, надо сказать, супер теплый. Билеты мне обошлись в одну сторону 680 евро где-то, по-моему, на двоих. Летел я с пересадкой через Брюссель. Первый рейс у меня занял порядка 2 часов. Так, например, наехал я в Бельгию на пересадочку. Первый свой перелет я удачно проспал. По приезду сюда, собственно, с просонья у меня откатали отпечатки пальчиков, но все-таки впустили в Бельгию. Чем известна Бельгия? Известна она пивандером и вафлей. Вот, собственно, я завафлился и немножко запивандился. Ну и двинул дальше в Пунта-Кану. Перелет у меня занял порядка 10 часов. Смотрел «Матрицу», пару раз вздремнул и уже прилетел. Аэропорт выглядит очень так декоративненько и сразу напоминает вам тропики. Кстати, этот аэропорт является частным, первым в мире частным аэропортом, что принимает международные рейсы. Был построен в 1983 году для развития туристического бизнеса в регионе. Так, добрался я все-таки до Пунта-Каны. Путь мой составил буквально целый день. В 6 утра я выехал из Дублина и прилетел в Пунта-Кану в 8-9 вечера, где-то так. Первое, что меня удивило, это то, что как только я сошел на землю пунта-канскую, так сказать, температура, мне сразу ассоциация выскочила с температурой после бани. Когда вы заходите в сауну, там где-то так 25 градусов и очень сыро. Вот и здесь такой воздух, то есть очень сырой, прямо чувствуется вода везде, на руках, на теле, везде, постоянно. Почти как Ирландия, только 30 градусов. Пипец, приехал, вышел как в баню. Пару слов об отеле, где я остановился. Одним словом, мы сняли не all-inclusive, потому что all-inclusive на 6-7 дней стоил порядка 1500, самое дешевое. Мы сняли за 300 евро на 6 ночей. Небольшой отельчик такой, домашний. Там, я думаю, номеров 20, не больше. Такой трехэтажный. Ну, в общем-то, прикольно. Всего 5 минут ходьбы от моря. И рекомендую. Как вы видите, наш отельчик украшен различным артом и имеет замечательную террасу, с которой мне очень нравилось запускать мой дрон по утру. Если, конечно, ветер стихал. Цвели пальмочки вокруг, терраса. Сюда отличный вид на закат. Красота-то какая! Лепота! Ну, завтрак в отеле как-то так себе, если честно. Просто фрукты навалены, что-то какой-то йогурт и кофе, и все. Это типа у них завтрак. Хочешь как хочешь, а маловато. То есть, если будете заказывать подобный отель, то на завтрак не рассчитывайте. То есть, проще куда-то пойти поесть в какой-то ресторанчик. Но если вы настоящий поклонник тюленевого отдыха на пляжу и в полном комфорте, то, конечно, all-inclusive рулит. Одним словом, будет и поесть, и поспать, и все остальное, но придется за это заплатить. То есть, кому что, как говорится, а лысому расческа. Стоит, наверное, начать с того, что такое Пунта-Кана и где она находится.
Это небольшой курортный городок, что находится в Доминиканской республике, что в свою очередь находится в Карибском бассейне. Это то самое место, где в свою очередь дебоширили те самые пираты. Но вы обо мне слышали. Доминикана находится на острове Гаити и делит этот остров с одноименной страной Гаити, что является одной из самых бедных стран мира. Население порядка 10 миллионов и официальный язык испанский, так как Доминикана была колонией Испании, как и многие в этом регионе. Кстати, в истории Доминиканы был момент, когда они могли стать частью Соединенных Штатов Америки. В Америке вся сила мира. Они даже подавали заявочку, когда Соединенные Штаты только организовывались. Но парламент Соединенных Штатов не одобрил резолюцию, и Доминикана осталась Доминиканой. Основной статьей дохода страны являются денежные переводы иммигрантов, таможенные пошлины и, естественно, туризм. Также большое значение имеет экспорт сахара, табака и кофе. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Но нас интересует именно Пунта-Кана. А что такое Пунта-Кана? Пунта-Кана — это небольшой городок курортный на побережье острова. Побережье усеяно 5-звездочными отелями в стиле «все включено». Также говорят, это место популярно у дайвинг-фанатов. Ну, я к ним не отношусь, поэтому мало чего могу об этом сказать. Ну и судя по постоянному ветру, я думаю, серферы здесь будут в восторге. Одним словом, мои первые впечатления о Пунта-Кане — это, собственно, куча 5-звездочных отелей на побережье, в которых вы вполне можете хорошо семейно отдохнуть. То есть вот вы поспали, вот вы встали, поели, вот пришли, выползли на пляж, повалялись, пошли опять поели, заскочили в бар, обратно. И, собственно, вот так проводите неделю такого тюленевого отдыха. Но это точно не для меня, поэтому я как-то сразу, когда поехал в Южную Америку, решил, что здесь я максимум неделю. И то не знаю, как это выдержать. В отелях все включено, я не останавливался, но я над ними полетал. Куда идем мы пешком? Да серьезно. Главное, чтобы мы пришли. Вот такие вот ограждения под электричеством охраняют отельщики. За такими стенами вы себя будете чувствовать вполне в безопасности. Скроетесь от всего мира и шикарно проведете время недельку, а то другую. Как вы видите, многие отели оборудованы бассейнами с пресной водой, лежаками у этого бассейна и лежаками на побережье. Вот так вот выглядят входы-въезды в отели. Также на территории отелей присутствует большое количество охраны, которая бродит вокруг и следит за тем, чтобы вы комфортно проводили время. Но охрана точно не говорит на английском, я проверял. Кстати, вот этот пирс вы можете арендовать для романтического ужина при свечах. Хотя свечи, наверное, затухнут, здесь всегда ветрено. Во многих отелях вы найдете теннисные корты, поля для гольфа, футбольные поля, предоставят вам конные прогулки. Естественно, серферы будут счастливы поплавать в этом море при волнах и ветре, который здесь никогда не стихает. Пляжи, надо сказать, особо не оборудованы. На пляже нету ни переодевалок, ни туалетов, ни душев, ничего нет такого. То есть приходится как-то крутиться. То есть я вот пришел, допустим, в этот бар и спросил, где у вас тут туалет. Он говорит, ну, заходишь в соседний магазин, в магазине есть туалет. То есть ты заходишь в этот магазин, там уже как бы нормально на это смотрят, ты проходишь через весь магазин, заходишь к ним в туалет, бросаешь за донейшн, за какой-то пару монет, и там уже и переодеваешься, и идешь дальше купаться. То есть ничего не оборудовано, но приспособиться можно. И вот такие вот аборигены ходят по острову и предлагают вам всякую дичь. Вот. Welcome to Dominica. Yeah. We are here in the paradise. Yeah, do With you my think? people. Yeah, you sure? Yes. Hey. Yeah, thank you.
No, shopping not for me. No. I don't need magic. I try in my life a lot of time magic, you know. I know what you mean. Yeah. Have a nice day. You too, guys. Yeah. Take care. Так чем же хороши пляжи Пунта-Каны и отдых на них? Лично мне понравился климат этого места, если этот климат вообще может понравиться. В отличие от Рио-де-Жанейро, где мы отдыхали спустя месяц, здесь довольно-таки комфортный климат в плане того, что здесь всегда ветрено, и тебя как бы одним словом охлаждает этот ветерок, и при температуре плюс 25-30 ты не потеешь, как свинка, так сказать, загнанная. Во-вторых, очень порадовал песочек. Песочек абсолютно не нагревается, то есть вы комфортно ходите босиком по пляжу, не боясь обжечь ноги. Вода голубенькая, солененькая, довольно-таки чистенькая, что не может не радовать. Температура воды тоже довольно-таки позитивная. Пляжи очень безопасны за счет того, что через каждые 50 метров стоит охранник, что с одной стороны радует, что он безопасный, но с другой стороны выглядит как-то не особо комфортно, по крайней мере для меня. Очень инстаграмное место, море, песочек, пальмочки, не может не радовать глаз. Можно просто заинстаграмиться здесь. Да, кстати, не забываем поставить лайк моему видео и подписаться на мой канал. Курортом, а пробежка пробежкой. Настоящая правда про доминиканские пляжи. Причем они везде такие. Видите, пальмы на заднем плане, видите, море. Но вот по поводу песочка возникают проблемы. Видите, повсюду водоросли. Ну вот, среди водорослей встречается и, собственно, пластик. Так что, люди, будьте более рассудительными, следите за собой и за природой вокруг себя. Собирайте мусор и выкидывайте их в правильные места. Минутка экологии. Из-за смены часовых поясов и разницы во времени мне в 5 утра уже не спалось. Что делать в 5 утра? Естественно, идти встречать рассвет. Местные доминиканские шакалы пришли тоже посмотреть на рассвет. Да? Кому рассвет в радость, а кому не совсем. Вот каждый рассвет у ребят начинается вот с этого. Сборка водорослей. И поверьте, к обеду они здесь опять будут, все эти водоросли. То есть такова соловья, так сказать, Пунта-Каны. What do you want? Caminar. Sorry? You talkie. No, thank you. You caminar. Вот такие экземпляры встречаются. Okay. No, thank you. Thank you. You grabar. Have a nice day. Fuck you. You too. Да уж, любители эротического отдыха заценят Доминикану точно. Особенно по утру, часиков в 7 утра, как вы видите, кого я встретил. Изделия из ракушек. Вот такой человек уже в 8 утра встал и готовится продавать. Ну вот здесь такой вот барчик, видите, вот в нем я как раз и сел вчера. Если что, то не с этой дамой. Так, по ценам. Рядом с этими вот такими вот 5-звездными отелями присутствуют барчики, которые не относятся к отелю, а вы просто приходите там, покупаете себе напиточек и так далее, да. В некоторых можно даже поесть, типа ресторанчиков, да. Какие цены? То есть коктейли обходятся где-то от $6, да, до 12-13 мы покупали, да. От 6 до 13. Ну, 13 такой фанси, если у вас в ананасе он или в кокосе прям там сделан, то как бы он будет 12 стоить. Если простой в стакане, там какой-нибудь мохитос, то он где-то 6 стоит. То есть и такие цены, в принципе, везде. Даже я думал, если я выйду туда, в сам городок, поглубже, там, наверное, другие цены. Но нет, цены такие же.
По поводу ресторанной еды, ну, в таких кафешках еда еще продается, да, то есть она стоит где-то от $10 до 15 за блюдо. То есть блюда не гигантские, но как бы нормально, да. Но цена получается примерно как у нас в Дублине, то есть никакой разницы, да. То есть будьте готовы к ценам таким курортным прям. Я думал, подешевле где-то там в городке, пошел в городок, но в городке точно такие же цены. Думал, там футбол где-то в барчике посмотреть. То есть, собственно, футбол-то я нашел, в барчике посмотрел, но цены вот такие. Причем я заметил, пока я сидел в баре, да, то есть это было... Я один матч посмотрел с 11 там утра до скольки там, до часу, да, а потом другой с 3 до 7, то есть в разные барчики там заходил, ресторанчики, то есть в них никого, просто никто в них не сидит, и они делают цену такую же, как здесь, на побережье, чтобы как-то выжить, потому что все эти all-inclusive отели, то есть, собственно, люди сидят в этих all-inclusive отелях и едят, и пьют, и выходят на пляж, и обратно возвращаются, то есть у них такая миграция до моря в отель, море отель, то есть вот так они живут, а остальному бизнесу, который там вот открывают свои ресторанчики, барчики, нужно как-то выживать. И поэтому они делают цену, как здесь. Дешевле они не могут сделать, потому что если они сделают дешевле, у них там всего один человек тусуется. Хотя бы с этого человека хоть что-то снять. Поэтому цена там, в принципе, такая же, как и здесь. Так что будьте готовы к ценам. Естественно, после коктейлей любому человеку захочется перекусить. И мы приземлились в итальянском ресторанчике и немного пообщались с хозяином ресторана. Ага, значит, 2 раза разведенный. Интересненько. Я просто сказал, я улетаю. Хорошо, а скажите, пожалуйста, вы здесь арендуете или у вас свой собственный дом? Нет, я арендую дом с моим приятелем. Большая квартира, White Sands. С точки зрения прибыли, хватает ли на месяц то, что вы зарабатываете в данный момент, чтобы на проживание, и можете ли что-то сэкономить при этом? Вы должны знать, что Пунта-Кана – это самое дорогое место в Доминикане. Да, сколько это будет стоить, если захочу здесь купить квартиру? Я думаю, вы можете купить... В зависимости от того, где на пляже, будет очень дорого. Но если вы слегка сдвинетесь вглубь острова, я думаю, в размере 150 тысяч долларов, либо евро. 50 тысяч? Нет, 150. А, 150 – это дорого. Это будет хорошая квартира в хорошем месте, но это не пляж. Пляж будет куда дороже. Но я говорю именно о Бавара. Если вы хотите купить в другом месте, будет куда дешевле. Везде будет дешевле, только Пунта-Кана дорогая здесь. А если поговорить о безопасности, безопасно ли в Бавара? Это безопасно, очень безопасно. За исключением гаитянского квартала. Да, мы знаем. Это недалеко отсюда, но все-таки не здесь. Здесь на пляже очень безопасно, потому что здесь имеется полиция. Ну и ребята мафии здесь тоже присутствуют. Им не нужны никакие проблемы. И поэтому здесь очень тихо и спокойно. Да, я вижу здесь очень много охраны. Каждые 50 метров стоит охрана. Да, потому что это для туризма. Ну, вы знаете, людей, они всегда хотят что-то украсть. Тем не менее, главное, чтобы турист был в безопасности. Конечно, может случиться, что кто-то там задремал, уснул, и у него что-то украли, и он начинает кричать «помогите, помогите». Такое, конечно, может случиться, но наконец-то здесь безопасно, и я никогда не видел никаких проблем здесь. Максимум, что может случиться, если кто-то оставил свой телефон. Да, так и есть. Оставлять свои вещи без внимания – это очень глупо. Просто не оставлять свой телефон, и все будет в порядке. Также ночью очень безопасно. Да, мы тоже гуляли ночью здесь, очень безопасно, очень все тихо. Здесь пытаются сделать все как в США.
Здесь, конечно, дешевле, чем в Майами, но Почти как. Почти такие же, да. это их идея. Да, и когда вы покупаете лобстер, он такой же цены, как и в США. Да, цены здесь дикие. Ну, может быть, совсем чуть-чуть меньше, чем в Америке. Да, 3000 песо – это немножко дико. Я вам скажу больше лобстера, что вы здесь покупаете, он не из Доминиканы, он сюда привезен. Даже если вы хотите его съесть здесь, он импортирован, да? Да-да, я слышал то же самое. Здесь проще купить мясо, а не рыбу. Вы на самом деле здесь просто не рыбачите. Это типично для всех островных государств. То же самое в Европе. Смотрите, мы приехали из Ирландии. И Ирландия очень похожа, так как она является самым большим поставщиком говядины в Европу. По сути, вся Европа ест ирландскую говядину. В то же время это остров, маленький остров. Да-да, то же самое в Италии. Корсика, Сицилия, Сардиния. Люди обычно там едят сыр, говядину, да, и свинину. Вам сильно повезло, если вы нашли хорошую рыбу. Ребзя, если подводить итог первому моему дню в Пунта-Кане, даже не знаю, как это сказать, но кто придумал в плавках карманы? Вот скажите мне, какая сволочь придумала в плавках карманы? Вот в этих плавательных шортиках. Короче, пошел я плавать с телефоном. Нету больше у Лехи телефона. Одним словом, я сегодня, так сказать, одним словом, я в ближайший месяц антисистемничаю. Я против Инстаграма, Фейсбука и всей этой чуши. Вот месяц точно, гарантирую. А если телефон был, он бы там сидел. Также, если вам надоело валяться на пляже, смотреть на море, пить коктейли, ну, собственно, если вы приехали сюда на пару недель, то уж точно вам надоест. Здесь море различных экскурсий. Но суть экскурсии заключается в том, что вы садитесь на катамаран или на лодку, пару часов вас везут на какой-то соседний остров, вы приезжаете туда, там также пляж, также бар, вы там пару часов тусуете и вас везут обратно. То есть, собственно, практически все экскурсии так и выглядят. Так как у меня морская болезнь, и я такой не особо люблю блевантин, поэтому я отказался от мысли экскурсии на другие острова. Но вот здесь мы выбрали погонять на квадроциклах. Вот завтра поеду, погоняю, посмотрим, как это оно. Поснимаю, расскажу вам. По поводу экскурсий. В каждом отеле вам предложат кучу экскурсий. Естественно, у них договор с этими компаниями, организациями, которые проводят эти экскурсии. В моем случае хозяйка отеля украинка, и поэтому там она продает русскоговорящие экскурсии и все такое. Но так как я говорю на английском, моя подруга говорит и на английском, и на испанском, то есть язык для нас не проблема. Но, тем не менее, хозяйка отеля нам выдала контакты, мы туда написали, здесь все пользуются WhatsApp. В WhatsApp мы написали по-русски сразу им. И девушка Катя ответила, что погонять на квадроциклах будет стоить, собственно, 100 евро, да, 100 долларов. 100 долларов. Ну, мы такие, ну окей. Пошли в город, увидели первую попавшуюся какую-то лавку, продающую экскурсии. Подошли к ним, спросили, сколько стоит на квадроцикл на тех же погонять. И нам сказали, что, собственно, стоит 70 евро. 70 долларов, извиняюсь, опять евро. Так что итог по экскурсиям. Если вы не говорите ни на каких языках, то здесь вы легко найдете все экскурсии с русскоговорящим гидом. Да? Но придется немножко переплатить. Если вы говорите на языках, да, различных, ну, либо испанском, либо английском, то, в принципе, я не рекомендую вам покупать через отель это все, а просто выйти в город, подойти к такой же лавке, их полно здесь, с экскурсиями, и просто спросить, и даже поторговаться, я думаю, можно. И вполне поехать на экскурсию
в треть дешевле, чем вам скажут в отеле. Ну, так сказать, лайфхак. Вам решать. Такая вот автомобиль в виде газелька забирает нас. Как видите, русские надписи повсюду в Доминикане. На этой газельке нас везли в секретное место минут 20, и вот мы, наконец, прибыли. Я уверен, что пацаны на вашем районе дуют Марию Ивановну, а здесь пацаны пьют Мама Хуанну. Такой вот напиток местный. Мама Хуанна. И там, видите, куча листьев какой-то пальмы, настойка на какой-то пальме. Afrodisíaca. Y acá la del hotel es solo para empezar. ¿Y qué hay? ¿Qué hay en eso? Yo le daría a probar, ya yo le explicaré qué tiene dentro. Ay, Dios. Chicos, de este lado, por favor. Короче, говорят, болт от нее стоит. Прям вот всю ночь, говорит, чувак, стоит. Болт, так что вот это Мама Хуанна что-то жесть. Ну, я испробую, я вам скажу. У нас бы в Руанде точно провели бы лекцию по безопасности, но в Доминикане сразу приступают к делу. Одним словом, нам начали что-то сразу продавать, как настоящие майфренды. Этот молодой человек пичил меня минут 15 подряд, причем на испанском, на котором я ничего не понимаю. Потом он начал рассказывать, что Мама Хуана спасет ваш брак и решит все ваши проблемы. Ну, что я могу сказать про продавца? Не продал. Вот это я понимаю, это по-нашему. Это прям такой туалет типа сортир, прям как дома чувствую себя. Ну так-то тут приличненько. Прям мечта. Ты готов? Как вы видите, мои френды по полной исполняют свою роль и на протяжении нашего путешествия, обгоняют нас со всех сторон, фотографируют, снимают, чтобы, естественно, нам потом преподнести это за специальное вознаграждение. Но нас так просто не возьмешь, у нас есть GoPro. Конечно, лучшим вариантом было бы одеть шлепанцы, но у нас таковых не было, и мы поступили мудро, одев полиэтиленовые пакеты. После 15 минут езды мы прибыли на нашу первую остановку. Какой ты красавец, а? И мы сейчас идем на пляж. Ну, если честно, я не сильно от него отличаюсь. Только вот. То есть мы приняли грязевые ванны, ребята. Ради этого стоило приезжать. Грязевые ванны включены. Да. Ой. Да. Если у вас нет подходящей обуви, пользуйтесь пакетиками полиэтилена. Идем сейчас на местный пляж. Очень красивый пляж, по словам местных, который стоит посетить. Называется Плая Макао, пляж Макао. Это буквально 20 километров от Бавара, где мы сейчас находимся, где наш отель, собственно. А сейчас мы идем на пляж. Наверное, искупаемся и очистимся чуток от грязи. Собственно. Да, собственно, я не говорю, потому что это некрасиво. И наш гид, который очень болтливый. Okay. Ну-ка, сейчас. Что у них там? Ну, это вода, это беда. Пляж весь в водорослях. Но вот здесь куда больше волны, чем на нашем Бавара пляже. То есть для серфа здесь куда приятней.
Виктория, понравилось вам багет? Очень. Очень. А мне вот немножко грязи не хватило. Хочется вот больше говнеца, чтобы летело прям в морду. Куда больше-то? Вы на себя поглядите. Вот видите там вдали группу желтых купальников? И, собственно, я так понял, обучают новичков серфингу. Вон там инструктор, юный серфингист и доска. Человек давно почти встал. Вот, пошел процесс, пошел. И за жопу. Молодец, далеко прошла. Да. То есть у нас в Бавара такого нету. У нас и волны меньше, а здесь волны вот прямо самое то для обучения. За ваше здоровье, господа! Борисик, привет. Хочу кое-что сказать насчет оплаты карточкой. Здесь карточку принимают, все хорошо, но единственный минус. Помимо карточки вы еще должны платить процент. Это здешние налоги, которые платятся при оплате картой. Так что не удивляйтесь, если пиво будет стоить $5 в баре, а платите вы $6.80. Вот такие вот цены. Носите с собой кэш. Sorry, Виктория. Этот трассу сегодня не подготовили. Еще 20 минут езды, и мы прибыли в пещеры, где абсолютно пресная и теплая вода, где вы можете искупаться, отмыться от грязи. How you guys doing? We're fine. well, you see, we're doing well. Oh, you dirty, right? Yeah. Where you from? From hell? Hell. Yeah. Oh, first time in Dominican? Yeah. Okay. But the cave is 25 feet deep. That's the water. If you don't know how to swim, don't jump in the water. Okay, it's pretty deep. When you're coming back, you look my gift shop, please. Thank you. Please. Basmati. You speak Russian? Очень круто. Красиво. Дир тебе. Ты помоешься. Давай. Спасай меня сейчас. Прямо почувствовал себя водителем из кинофильма «Мэд Макс». В общем-то, было прикольно. Всем рекомендую. Ты еще смотришь это видео, а пацаны с твоего района вполне возможно уже дуют Марию Ивановну. Ну, местные пацаны в Доминикане Марию Ивановну иногда, видимо, дуют, потому что мне на пляже предлагали. Но в основном Доминикана известна своими сигарами. Почему она стала известна своими сигарами, я даже не знаю. Мне кажется, это связано с Кубой. Помните историю про Че Гевару и Карлоса Кастанеда? Нет, Кастанеда — это тот, который с кактусами. Фидель Кастро — это те ребята, которые обещали счастливое будущее всей Кубе через социализм, придя к коммунизму. Ну, история закончилась у них как-то не очень, но, тем не менее, из-за всей этой истории бедные американцы перестали курить кубинские сигары. И они долго не расстраивались и рванули в Доминикану, попросив их выращивать табак. И с тех пор доминиканцы крутят сигары для американцев и стали этим известны. Да? Вот такой специализированный табачный магазинчик. Сейчас туда зайду, чуть-чуть поснимаю. Да ладно, я с пивом зайду, что мне. Да, я подержу. Такие вот наборчики продают. Прям такие сигарные для любителей табачка. Красота красивая, но не рекомендую курить. Бросайте все. Смоки, так сказать, kills.
Ну, сколько такая стоит, не написано? Наборчик. Ну, что, в подарок дарую. Написано, но как бы handmade. Handmade, говорят. Вот что я не люблю, это магазины без ценников. Вот это та самая мама Хуана на волшебных травках, что помогает спасти брак. Кофе. Да, кстати, Доминикана известна своим кофе. Тут куча разных сортов. Я в нем ни черта не вынимаю. Ну и какао у них еще, собственно, популярно. Ну и ром, естественно. Такой магазин нехороших излишеств. Кто лучше всего вам выдаст всю информацию о Доминикане? Естественно, таксисты. Ну как вам Доминикане-то? Нравится? Нравится Доминиканская республика? Вик, проспрашивай его про жизнь, как они здесь живут, зарплаты, все такое. Тебе нравится Доминиканская республика? Как вам живется в Доминиканской республике? Ну, жизнь здесь дорогая, а в целом немного лаванды не хватает, но нормально. О, говорите на испанском? Жизнь в целом дорогая, но здесь есть инвестиции в бизнес, вложения различные. Одним словом, здесь такая движуха идет, которой нет в других странах. В общем-то, неплохо. Жизнь у нас, в общем-то, хорошая здесь. Все хорошо, такая безопасная жизнь, очень безопасно здесь, все хорошо. Мне очень нравится, все хорошо у нас, все отлично. Чем занимается здесь молодежь, особенно те, у которых нет образования? Ну, молодежь у нас вообще бодрая, довольно-таки спортивная, все очень любят спорт, занимаются спортом, так что у нас здесь все отлично и классненько. Вы говорите про спорт, а какие виды спорта здесь присутствуют? Ну, большинство из них занимается футболом. Футбол здесь самый популярный, и у нас здесь есть академии, мы довольно-таки серьезно они занимаются. Есть какие-то университеты в Пунта-Кане? Да не, у нас университетов вообще здесь нету. То и с больницами у нас здесь не очень, и больниц-то нету. Что это за здание? Это частная клиника. А, частная клиника, понятно. Да, больниц у нас нет, и с этим у нас реально проблемы, их не хватает. Частная клиника у нас есть, но вот государственных клиник у нас не хватает. И если простой человек пойдет в частную клинику, то ему придется продать душу, чтобы сходить к доктору. Вот черт. Надо легкое продать, чтобы оплатить услуги приватной клиники. Да, именно легкое нужно продать. Полжизни нужно отдать, чтобы оплатить это лечение. Какой кошмар, это очень дорого. Если бы вам нужна была медицинская помощь, и вы бы туда зашли, с вас бы только бы за прием бы взяли бы $300. Одним словом, очень-очень дорогая клиника. Но вообще, жизнь у нас в Бауэра практически шикарная. Да, она немного дорогая, но нынешний президент сделал ставку на туризм, и в этом мы в Бауэра выигрываем. Есть ли коррупция в Доминиканской республике? Да везде есть коррупция, ну куда без нее-то? Да, это верно. Коррупцию вообще невозможно победить, но наш президент сделал все возможное для того, чтобы контролировать эту заразу. Но во всем виновата оппозиция. Оппозиционная пропаганда мешает нашему президенту сражаться с коррупцией. Первая волна туризма была в Порто-Плато. Но предыдущий президент не поддержал эту волну, и многим людям пришлось эмигрировать. По большей части эмигрировали женщины, а мужикам приходилось вертеться, как они могут. И поэтому у нас тут бандитизм возрос, особенно в такси.
И все это в основном против туристов. Туристы начали писать плохие ревью, и туризм у нас затух и загнил здесь. Но слава кокохам, владелец аэропорта дал новую жизнь туризму в нашей стране. Frank Rainieri, el dueño del aeropuerto de aquí de Punta Cana, descubrió esta parte aquí y ha dado una buena aceptación. Аэропорт Пунта-Каны приватный, да? Sí, claro, claro. Да, Франк Раньери дал новую жизнь нашему туризму. Многим это, конечно, не нравится, но благодаря этому к нам начали приезжать туристы, такие хорошие люди, как вы. И Бавара стала первым туристическим местом в Доминикане. Да, спасибо огромное. Конечно, конечно. Он сделал так, что многие из нас, местных, стали жить намного лучше. Образование там и сколько жилье стоит? Чтобы обеспечивать семью, сколько денег, прибыли вам необходимо в месяц? Но заработок здесь по-прежнему никакой, всего 18 тысяч. Да, и это в месяц. Это около $300. Но как нам жить, когда снять квартиру здесь стоит те же 15-20 тысяч? Тоже те же деньги. И что получается? Получается, что затраты куда больше, чем мой заработок. Но при этом еще нужно что-то поесть и как-то оплатить коммунальные услуги. При этом электричество у нас очень дорогое, но хорошего качества, а люди в Бавара любят жить в комфорте, и вот приходится как-то крутиться. В Ирландии мы тратим электричество, чтобы производить тепло, а вы, чтобы охладить. Ну да, конечно, нам нужно электричество для того, чтобы выделять холод, для кондея. Сейчас мы приехали из Ирландии, мы живем в Ирландии, и там у нас сейчас в зимнее время 10, немножко меньше градусов, ну, сейчас не знаю, но как бы в принципе это так. Летом, например, у нас максимум доходит до 25-28, это была рекордная температура, и что получается, что как бы для нас это нормально. Здесь сейчас 28 вот сейчас температура тепла. из Бавара, это для нас хорошая. И поэтому получается, что в Ирландии мы используем электричество, чтобы производить тепло. И какая минимальная температура в вашей стране? Ниже нуля нет, у нас ниже нуля нет. Но сейчас было рекордно -3, но у нас температура зимой около 3, 5, 10 градусов. В Ирландии, как и здесь, большая влажность и ветрено. Да, ветер помогает, но ветер очень холодный, и поэтому зимы иногда очень холодные. А так, что хорошо, у нас очень много дождя, и поэтому Ирландия круглый год зеленая. Здесь прохладно в ноябре, декабре, немного в январе. О, у нас, кстати, есть региончик, называется Констанция. Гористая местность, там замечательная красивая гора, и там у нас выращивают картофель, помидорки, огурчики. И там в 5 вечера, представляешь, уже нужно одевать теплую куртку или какую-то теплую одежду. Не, ну там, конечно, снега не бывает. Но если ты по привычке выльешь себе воду на голову, она превратится в лед. Хотя там бывало, что выпадал снег, но вот совсем чуть-чуть, совсем минимальное количество, вот совсем кропаль. Да, кстати, а вы хорошо знаете Бавара? Да, мы гуляли почти везде.
Pero está en un lugar muy... Ну, кстати, знаете, Бавара очень безопасный район. realmente de la República Я бы сказал, самый безопасный в Доминикане. se llama Bávaro. Porque aquí usted И вы puede здесь спокойно можете гулять со своей сумочкой, если вы, конечно, за ней присматриваете. con eso no le voy a decir que otros lugares también de que sean peligrosos. Но, конечно, в семье не без урода, и бывают случаи. Como todos los países. Поэтому будьте аккуратней. По всему побережью расклеены наклейки о продаже недвижимости. Продают квартиры, домики в районе 50-70 тысяч долларов. То есть я так хожу и думаю, может мне на пенсии переехать туда, где все время лето. Но с другой стороны, что здесь делать? На пенсии, наверное, валяться на пляже было бы неплохо. Может быть, накопить денег и купить побольше дома и сдавать там что-то, и за счет этого жить. Сдавать туристам, да? Что-то типа отельчика, да? Но, с другой стороны, я подумал... И подумалось это мне, когда я зашел в магазин. В магазине мы встретили паренька, который накладывает в пакеты еду и просит за это пару монет. Паренек оказался русскоговорящим вообще. Его родители сюда давно переехали. И я так посмотрел и подумал, здесь же нет никаких университетов. И если ваши дети будут жить здесь, да, с вами, вам-то, может быть, и будет в кайф, но какое будущее у них здесь? Работать вот в этом 5-звездочном отеле и все? То есть, не знаю, конечно, решать вам, но я бы сюда жить не переезжал. Вот отдохнул бы, если вам нравится пляжный отдых. Но вот чтобы жить здесь, как бы не особо камильфо. Во-первых, цены здесь в магазинах такие же, как у нас в Ирландии, да. Зарплаты, я более чем уверен, меньше, чем в Ирландии. Для ваших детей здесь, я не думаю, что много университетов. Есть 1-2 где-то в столице, да и не думаю, что образование доминиканцев каким-то образом где-то котируется. Да и с доминиканским паспортом я не думаю, что вы куда-то можете уехать жить и покататься по свету. Вот такие будочки по всему городку расположены, в которых вы можете свежевыжатый сок попить. Какая вкуснятина. Очень сильно похож на пюре для детей, которое дают, но очень вкусно, потому что там поставили как раз лед. Вот такие местные места встречаются в Пундакане. Да. Смотрите, набрел на аренду жилья. То есть, видите, с 1 мая по 25 декабря на месяц можно студию снять за 750. Мы сняли на... Сколько мы сняли? На 9 дней? На 6. На 6 дней мы за 300 сняли в отельчике, да? То здесь можно было неделю, то есть 275, в принципе, то же самое выходит, да? По 25 декабря. В январе подороже идет, да? Аренда. Потому что это сезон. Да, потому что это самый пик сезона. А мы в самом начале сезона так приехали. И получается, видите, то есть, в принципе, выгодно. За 750 долларов можно снять на месяц себе студию. И буквально здесь до пляжа, 5 минут ходьбы. Вот такие вот апартаментики со злым дядей-охранником. Ой, авокадики продают. Не хочешь авокадик домой? Поддержать малый бизнес? Не хочу, я лучше помочь Хорошо. Авокадо. Заморский фрукт. Смотрите, какого размера. Тем не менее, малый бизнес мы все-таки поддержали. Queremos comprar tomate. ¿Cuánto valen? A 50 la libra. Vale. ¿Tenemos? Gracias. Y eso es papaya, ¿no? Papaya. Ay, Dios. ¿Y cuánto vale? 200 pesos. Una. Vale. Сколько получается? Хочешь, это 50 за кило, а то 200 одну. Окей. Хочешь? Ну давай, ты же хотела. Да, только, мне кажется, надо сразу есть. Ну да. Да, мы и холодильник можем поставить еще. Ну, не знаю, что
что огурец как-то чересчур перезрелый выглядит. Вот такие фермерские пикапчики передвигаются по всему Пунта-Кану, в которых вы легко можете купить любые фрукты и овощи. Quiero una papaya, pero no muy grande. Vale, vale. ¿Algo más? Ух ты, смотри какой. Вот это переезд. Вот это микроавтобус. Вот это я понимаю. Это серьезно. Это круто, я считаю. А вам слабо? Все машины в Доминикане имеют такую специфическую особенность. Спереди у них нету номеров. У всех автомобилей номера сзади. Видите? Сзади есть номер, а спереди нет. Это у всех автомобилей так. Кстати, местные пацанчики частенько ставят европейский номер спереди, а сзади у них доминиканский номер. Типа вот классненько и прикольненько иметь два разных номера. Перейти прям нереально. Даже, я думаю, здесь как-то более безопасно, потому что они едут медленнее. Пойдем, медленно вот так ходить, а по-другому никак. Чуть-чуть. Смотри направо. Вот так вот и переходят здесь дороги. После Пунта-Каны мы планировали отправиться в Санто-Доминго, это столица Доминиканской Республики, где мы планировали провести следующие 3 дня и потом уже отправиться в Колумбию. До Санто-Доминго можно добраться несколькими путями. Самый быстрый, скорее всего, это будет самолет с ценой около $150-200. Можно найти русского водителя, либо местного водителя, который с радостью вам осуществит этот трансфер в районе $100-150. Но так как мы планировали отдыхать в Южной Америке следующие 6 недель, мы выбрали эконом-вариант. Местный автобус, двухэтажный, отправляется от станции в Баваро до Санто-Доминго. Но вот билеты онлайн купить нельзя, поэтому мы решили добраться до станции и купить билет. 400? 800, vale. 800. Купили билет до Санто-Доминго из Пунта-Каны на автобус. Местный автобус «Экспресс» идет, по-моему, около 2 часов. Стоимость вышла где-то $8. 400 местных тугриков. И напоследок несколько лайфхаков. По приезду я бы рекомендовал вам воспользоваться Uber'ом. Но если такой возможности нет, то пользуйтесь трансфером из вашего отеля. Стоимость будет в порядка $30-60, в отличие от Uber'а, где цена $5. Также по поводу мобильной связи вы можете подключиться к местному оператору в любом магазинчике, вам помогут, активируют все, и на 2 недели нам вышло около $5. Деньги, естественно, в аэропорту не обменивайте, там волчий, так сказать, курс. Лучше это делать в городе. Ни в коем случае не пейте воду из-под крана, здесь она ужасная, даже когда принимаете душ, она немного, так сказать, попахивает. Да и в ресторанах я видел, они готовят из баклажек, берут из пластиковых воду и готовят для вас. Здесь, и как во многих странах Южной Америки, розеточки специфические. Вот так вот выглядят розетки в Доминикане. Я рекомендую вам воспользоваться всемогущим Алиэкспрессом, купить розеточки заранее, мне они по €1 вышли, либо, я думаю, вам за определенную плату могут предоставить в отеле розеточки, решать вам. Спасибо всем тем, кто поддерживает меня, кто смотрит мои видео, всем тем, кому понравился этот выпуск, огромное спасибо за просмотр, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал и пошерьте мое видео, если можете. И увидимся в новом выпуске из Санто-Доминго. Также помните, что жизнь у нас одна, а путешествовать нужно больше.
и приглашайте меня к себе в гости.